Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы и веник. Сегодня очень интересная история, потому что вы как раз и подсказали нам эту историю. Смотрите, у меня в руках веник. И когда-то мои родители опрыскивали вот так вот. Это было опрыскивание, называлось. Вот. Из веника разводили, ходили по картошке и вот таким образом опрыскивали. И как-то сосед шел, говорит: веник вам в помощь. И мы до сих пор смеемся: веник вам в помощь. Ну, вот такой был период, когда опрыскивали. Возможно, и сейчас есть, потому что некоторые мне написали, что вот плохо работают препараты, любые, если вот опрыскивают. Чем вы опрыскиваете? А что-то есть особое, веник. Ну, вообще-то сейчас время современное, по крайней мере, у нас в Украине. Мы живем на юге Украины, в Одесской области. И в Украине можно вот такой обычный распылитель купить. Он легко, видите, даже вот он под любую бутылку от воды, это 1,5-2-литровая бутылочка, себе взял, закрутил и опрыскиваешь. Вот смотрите, какая классная вещь. Тут все регулируется, сколько надо. О, видите, как вот. Вот эта струя нам не подходит. Надо вот так, чтобы больше распыливалось. Ну и еще, почему может не получаться с распылением. Дело в том, что нужно правильно заниматься опрыскиванием. Опрыскивание нужно проводить снизу листа. Все болезни и почти все вредители откладывают яйца все внизу листа, чтобы было тепло, чтобы было удобно малышам. И поэтому нужно опрыскивание проводить вот таким образом. Нужно снизу листа. Ну, естественно, если вы ставите еще и подкормочку, то и хорошо бы опрыскивание провести вот сверху. Иногда бывает, что препараты больше ставят и горят листья. Тоже очень внимательно. Поэтому, ну вот течет с листьев, да. Старайтесь все-таки, у нас уже есть разные хорошие опрыскиватели. Один очень старый, с 2001 года, 20 лет получается, этот опрыскиватель. Нам, когда мы покупали, говорили: покупайте, этот дорогой, это иностранный был какой-то. Лучше купить дорогой, но много лет. Вот 20 лет он служит и прекрасно работает. Очень такая вот туманность получается, опрыскивает очень хорошо. Есть и другой опрыскиватель, мы сейчас вам показываем. На экране мы работаем, когда нужно сильно много раствора нанести на растения, допустим, уже большие в вегетации цветения и много листьев в саду, мы тогда используем уже технику помощнее. Ну, а если вот какое-то маленькое растение, естественно, я использую вот такой опрыскиватель, развожу раствор не здесь, а развожу раствор отдельно в ведре или в той емкости, в которой точно рассчитываю, сколько мне надо. Вот главное правило опрыскивания: качественный препарат, вечернее, только позднее вечернее время и хорошее опрыскивание и сверху, и снизу. Но еще один момент. Обязательно сейчас биопрепараты еще по почве, вокруг растений нужно вокруг пройтись биопрепаратов. Потому что все вредители сидят на почве. Горячий сейчас воздух, начинаются теплые дни, поливаем, после дождя все поднимается вверх на нижнюю часть листа, и здесь начинает пир устраивать, разводить свое потомство, размножаться и уничтожать наши растения. Поэтому обязательно сами листики, обязательно стволики, обязательно все пространство вокруг самого растения. Это в теплице, значит, в теплице все почву. И особенно хорошо триходермин, гаупсин, особенно триходермин по почве пройтись, по почве хорошенько пройтись или пролить, или же опрыскивание провести. Ну что, я не желаю вам веник в помощь. Надеюсь, что сейчас есть у вас возможность купить уже хорошие опрыскиватели. Вплоть до того, что вот такой даже, если много, конечно, у вас нужно, хороший опрыскиватель и работать хорошо, с качественными препаратами и качественное опрыскивание. О, вот я наконец-то отрегулировала. Видите, как снова же чуть-чуть. О, это большая. В общем, регулируйте. О, видите, как вот регулируется. Надо искать. Ну, ищите. Мне нравятся большие опрыскиватели, большой объем, обрабатывается, создается такое облако, и там все полностью, все листики, все растения окутаны вот этим раствором.
что-то идет на питание, а обязательно идет на защиту. Так что желаем вам удачи, всего вам самого доброго, до новых встреч, новых видео. Мы ответили вам на вопрос. Кто-то написал, а почему у нас не получается, мы обрабатываем чем? Веником. Забудьте про веник. Не, веник надо, но для подметания. Всего вам самого доброго. Пока-пока.